Друзья, всем привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радиошоу» — подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. И сегодня у нас выпуск номер 134. Этот выпуск предназначен для студентов, чей уровень примерно B2, C1. Включите субтитры, скачайте PDF-файл с транскрипцией, вам пригодятся эти материалы, а я нахожусь в Париже, я нахожусь на Монмартре, и буквально через несколько минут в музее Монмартра я буду общаться с Ольгой. Ольга парижанка, она более 20 лет живет в Париже. У Ольги очень интересная семейная история. Кроме того, Ольга преподавательница и гид. В общем, гостья у нас сегодня потрясающая. Ставьте лайк, подписывайтесь на «Русское радиошоу», а мы начинаем! Изучай русский с удовольствием и с «Русским радиошоу». Изучай русский с удовольствием. Ольга, привет! Привет, Сергей. Ты живешь в Париже более 20 лет, Да, но история твоей семьи тесно связана с Францией, с Парижем. Расскажи, пожалуйста, эту интересную историю. уже 20 лет, время летит быстро. История очень интересная, потому что я родилась в Москве, моя мама тоже, но дедушка и бабушка, и прадедушки, прабабушки родились в Париже. Они родились здесь в начале 30-х годов. Бабушка в 1925-м, дедушка в 1933 году. То есть они относились к первой волне иммиграции. Но я правильно понимаю, что твои прабабушка, прадедушка Они приехали. эмигрировали из России или уже из СССР? Да? Да, они эмигрировали как раз 100 лет назад, в начале 20-х годов. У меня есть очень интересная фотография, где прадедушка и с прабабушкой стоят на террасе Сен-Жермен-en-Laye, это французский пригород, и там подпись 1924 год, мы и какая-то американочка. Такая подпись и какая-то американочка. Неплохо. И твои бабушка-дедушка родились в Париже, но в 50-е годы вернулись в Москву, в Советский Союз. Да, это называлось таким вот словом, я узнала только недавно, возвращенцы, те, кто возвращаются. Но они не совсем вернулись, потому что родились они все-таки здесь, Да. они, скажем так, вернулись к истокам. Они вернулись к истокам, да. Было движение, такое возвращение после Второй мировой войны, когда СССР выиграл эту войну, был одним из основных, да, победителей, и было огромное движение возвращения обратно, и они приняли обратно, получили советский паспорт в 1946 году, и потом 10 лет ждали, чтобы им дали разрешение вернуться в Москву. Твоя история, точнее история твоей семьи немножко напоминает историю российско-французско-американского журналиста Владимира Познера, у которого мать француженка, и тоже они примерно в это время переехали в Советский Союз, тоже вернулись. Да. Это удивительно, потому что Познер, если не ошибаюсь, 1935 года рождения, а у меня дедушка 33-го. То есть это вот прямо вот это поколение, вот эти вот, да, люди. И дедушка умер у меня, дедушку потеряла в 2005 году. Это был толчок к моему переезду во Францию. Потому что удивительно, но он погиб трагично в мой день рождения. В автокатастрофе. И для меня это был прям такой знак, что я должна продолжить этот путь. Скажи, пожалуйста, ты переехала в Париж в 2006 году, Да. правильно? А ты французский язык изучала до этого? Или, может быть, в вашей семье как-то использовался французский язык? У меня мама была преподавателем французского, бабушка, дедушка франко-русский писатель, переводчик, прадедушки, прабабушки. Но я родилась в Москве в начале 80-х годов и считала себя абсолютно московским русским ребенком. Поэтому, когда мама мне говорила «tiens-toi droit», или «va te laver les mains». Что это значит по-русски? Да, сейчас переведу. «Держи спину прямо» или «иди», да, вспомним маму. «Иди помой руки», меня это ужасно раздражало.
Но у нас постоянно дома были ученики, мама работала в издательстве «Прогресс» корректором, то есть русско-французской. И меня отдали в 10 лет бабушке на уроки французского. Твоя бабушка была твоей первой Моя учительницей? первая учительница, она была очень ко мне строга. Она говорила, что я абсолютно, у меня нету никаких вообще способностей, привет, бабуль, к языкам, к французскому языку. Вот. И я думаю, что это меня и подтолкнуло к тому, что я здесь. В 2006 году ты переезжаешь сюда. Понятно, что 20 лет прошло, но ты помнишь ощущение Париж, который ты увидела впервые в том году? Я увидела впервые в Париж в 2004 году, потому что дедушке было очень много друзей и знакомых в Париже. Он был поэтом франко-русским и приезжал сюда на к своим друзьям на разные фестивали поэтические. И он нам, мне только исполнилось 20 лет, он нам организовал, 2003, значит, это был год, поездку в Париж первую. Вот, и мы ездили по его друзьям, в общем, с мамой, с моей двоюродной сестрой. У меня вот такое воспоминание. Париж никого не оставляет равнодушным. Я знаю это по своему опыту, по опыту своих друзей. Я влюбился в Париж сразу. И понятно, что я его увидел, будучи туристом, какое-то шапошное знакомство с Парижем было, но тем не менее по атмосфере. И есть люди, которые приезжают и разочаровываются. Помнишь ли ты, когда ты приехала впервые в Париж? Это был Париж такой, каким ты себе его представляла, или все-таки нет? Понятно, что это было давно. Я немножко стала разочаровываться, если мы говорим о разочарованиях. То есть с этим городом это как человек, проживаешь разные стадии отношений. Сначала всегда очарование, легкая эйфория, все кажется новым. У меня очень большое разочарование, был период такой кризисный в ковид. Потому что мне показалось, что очень как-то все... Мне было непонятно, каким образом все происходит, я этого не принимала. Вот, и немножко вот в этот момент у меня случился кризис. Но и потом накладываются какие-то личные истории, то, что ты здесь живешь, поэтому ты переживаешь какие-то свои... Ольга, ковид, кризис был у всех, во-первых, могу тебе сказать. Во-вторых, я только вчера вспоминал, даже не вспоминал, представлял. Мы гуляли в полночь около Эйфелевой башни, было не протолкнуться. Было очень много людей, это нормально. Ковид? Нет, вчера. И я сказал, вот бы оказаться здесь в ковид, когда никого нет, и сделать эти красивые фотографии Эйфелевой башни. В ковид особенно нельзя было гулять, то есть были те, у кого были какие-то разрешения, но вот я жила на Монмартре как раз, и, конечно, гулять по пустому Монмартру это было удивительно, потому что это были вот как какие-то декорации к фильмам. Мой вопрос о Монмартре. Во-первых, это мой любимый округ, район, как правильно сказать? Аррондисмент, квартир. По-русски обычно говорят. Квартал, да. Или округ часто говорят. Да. И я, когда переехал в Барселону, это произошло спонтанно, и все спрашивают, почему. Я говорю, не я выбрал Барселону, Барселона выбрала меня. Как-то так получилось. Мой вопрос. Ты выбрала Монмартр или он выбрал тебя? Да, как ты угадал просто. Я думаю, что он меня выбрал, и вот я уже 15 лет живу на Монмартре, и это то место, холм, это не Париж. Все монмартровцы говорят, что Монмартр это не Париж, и это место абсолютно невероятное, которое дает очень много сил. Я начала именно с Монмартра водить прогулки, показывать его вот мой Монмартр гостям, и он дает очень много энергии. Я знаю, что первая твоя квартирка, такая студия, да, по-моему, была на Монмартре, не очень большая. 25 квадратных метров. Да, и я у тебя в Инстаграме прочитала, что твои студенты, когда поднимались к тебе на занятия, для них это еще был и фитнес. Да. Такой. Скучаешь по этой квартирке? Я скучаю по тому времени, потому что сейчас совершенно другой период жизни, но жизнь в маленькой студии, она имеет свои плюсы и свои минусы. У меня был очень красивый вид, мне очень повезло, я в этой студии жила 9 лет, выходила на крыше Монмартра, ко мне действительно приходили ученики, я очень много работала, очень много снимала. Сейчас другой период, мне намного комфортнее жить в большей квартире. Я исполнила свою мечту, завела таксу.
об этом, друзья, маленький спойлер в следующем выпуске русского радиошоу, потому что сегодня, знаете, есть такое понятие, как распаковка на Ютубе, когда распаковывают какие-то товары. У нас будет, не знаю, знакомство двух такс. Не знаю, раззнакомство. Встречи на Эльбе я уже Бублика предупредила. Говорю, Отлично. готовься. Скажи, пожалуйста, когда ты переехала в Париж, я знаю по себе, что первый, особенно год такой миграции, второй год достаточно трудное время. Чем ты занималась? Вот ты приехала, город, в котором, может быть, у тебя были какие-то знакомые от дедушки, еще друзья. Кем ты работала? Чем занималась? Я 2 раза переезжала в Париж. Даже 2 раза переезжала? Да. Первый раз не сложилось? Первый раз была, как по-французски говорят, une parenthèse, в скобке, потому что я приехала 20 лет назад, но год спустя прожила год в Париже как студентка, учила французский язык, работала в семье как fille au père. То есть такая программа для молодых до 20, по-моему, 4 до 25 лет. Можно жить в семье, за детьми ухаживать и учиться. Я вот таким образом приехала, потому что я только что закончила университет, и сразу поступать в университет мне не хотелось. Во второй университет. Да, мне уже не... Поэтому я выбрала такой путь. А потом я через год уехала, вышла замуж на востоке Франции. Я 5 лет жила около Страсбурга, в регионе Вагезы, Ливож. Это Лотарингия, Лорена. Я знаю только площадь Вагезов. Это да. То же самое? Это тот же регион. Это один из первых регионов, который после революции французской заплатил свои налоги новому государству. Поэтому эту площадь переименовали на Пляс де Вож. Сразу вот слышно, видно гид, друзья, профессиональный гид. Так, и ты, когда во второй раз переехала, преподавала французский язык или сразу начала водить экскурсии? Когда я переехала, это совпало с моим разводом. Почему я переехала? Мне было 30 лет, 29-30, и после 5 лет брак распался, и я вернулась обратно в Париж. Я вернулась со своей работы, которую я уже начинала в Лотаринге. Я была продавщицей в магазинах. Prêt-à-porter, во французских марках, только всегда хорошие марки. Потом я даже пошла более люксовые марки. Вот, так что я приехала уже с контрактом, потому что был магазин в Париже, около Мадлен. Потом я работала в Printemps, это большой универмаг. Но в какой-то момент я поняла, что эта профессия, она alimentaire, то есть она тебе позволяет платить за квартиру, но очень сильно сковывает. И я собрала все свое мужество и совершила такой кульбит, прыжок в неизвестность, и стала давать уроки французского, то, что вот в моей семье было, то, что вот стала развивать уже свое. Мне кажется, что это большой плюс, потому что ты сама была студенткой, тебя саму обучали французскому языку. Я всегда говорю, что лучшие преподаватели те, которые были по разные стороны баррикад, были студентами, особенно студентами, изучающими иностранный язык, они знают, с какими трудностями сталкиваются студенты. Но ты также преподавала и русский язык французам. Да, русский как иностранный, это вообще моя первая профессия. Я закончила университет в Москве педагогический, и потом получила диплом МГУ как преподаватель русского как иностранного. Потому что у меня нет именно специализации русский как иностранный, я филолог, преподаватель русского языка и литературы. Ну, это была такая вишенка на торте, это было не обязательно, но поскольку я работала в русском культурном центре в Париже, им очень нравилось, чтобы были дипломы, и это было не так сложно сделать. Изучай русский с удовольствием. Ты работаешь также гидом, но об этом мы тоже поговорим в следующем выпуске. Я хотел бы подробнее поговорить о работе гидом и о работе преподавательницей. Вернемся к твоей семье. Во-первых, у твоего дедушки вышла книга, если можно так сказать. Ты сделала все, чтобы эта книга увидела свет. Ты опубликовала рукописи дедушки, правильно? Роман был готов. Я уже немножко рассказала начало истории. Дедушка погибает трагически, абсолютно в автокатастрофе. Роман к тому времени уже был готов к печати. Он уже был, он связывался с издательствами в Париже. 2 версии: русская, потому что он удивительный, один из редких писателей, который
писал и на французском, и на русском одновременно. Потому что перевод на самом деле может испортить все. И когда автор сам пишет на 2 языках, это просто комбо. Это очень редко. Мне позвонили несколько лет назад из университета в Германии и попросили дать интервью, потому что они изучали его наследие как именно вот такое вот очень редкое совпадение того, что человек писал на 2 языках одновременно. В общем, у меня была старая дискета, если еще помнишь. Дискеты. Да, старые дискеты. И я сделала все, чтобы, во-первых, перенести на диск, чтобы у меня был материал. И потом я стала предлагать издательствам. Но очень быстро я поняла, что издательства не хотят, потому что это не раскручено. И у дедушки очень интересный своеобразный стиль, абсолютно не подходящий ни под какие романы, которые сейчас печатают, которые сейчас в моде. И я решила сохранить так, как есть, его авторский, тем более, что это была его последняя авторская редакция, и напечатать своими силами. Я правильно понимаю, что этот роман базируется на его воспоминаниях, когда он, будучи 7-летним мальчиком, в общем, жил в оккупированном Париже? Начинается, да, все с... название романа очень забавное. На французском оно еще более звучит пикантно. Это «Le cul entre deux chaises». «Le cul» — это зад. Зад между 2 стульями, жопа между 2 стульями. 2 стула — это стул французский, стол русский. То есть это история мальчика, который родился салат рус, как салат оливье всех называли. Русский да? салат. Русский салат. Родился в Париже в начале 30-х годов в русской семье. И сам он маленький француз, потому что он живет жизнь, как все маленькие французы. И вот он рассказывает с отсылками историческими. Что очень интересно, этот роман пишется, он начинает его писать в начале 90-х, когда в России происходили очень большие изменения политические. И я думаю, что половина его романа как раз посвящена его вот размышлениям немножко о России, о том, что происходит, что он думает. То есть это вот такой микс абсолютно. Мне кажется, вот именно сейчас он как никогда должен быть интересен, и я буду продолжать с ним работать, потому что нужно рассказывать и немножко, говорить о нем. Я вижу, что ты очень трепетно относишься к истории своей семьи. На самом деле у многих людей, особенно родившихся в Советском Союзе, нет такой, не то что любви, а такого даже уважения к истории своих предков, хотя бы потому, что мы очень часто не знаем ничего о своих предках. Например, я знаю, кто были там мои бабушка, дедушка, знаю чуть-чуть о прабабушке и прадедушке, и все, дальше просто пустота, потому что мы знаем, что архивы в Советском Союзе уничтожались и так далее, и что-то узнать о своих предках практически невозможно. Поэтому то, что ты так уважительно относишься к истории своей семьи, браво, это очень здорово. Вопрос, который я задаю себе часто, и подкаст на эту тему записывал, и часто задаю людям, которые, как я называю, голуби мира. Когда тебя спрашивают, кто ты по национальности, кем ты себя ощущаешь, как ты отвечаешь на этот вопрос? Это очень интересный вопрос, и мне кажется, это история всей жизни, найти на него ответ. Вот как у дедушки был этот роман «Жопа между 2 стульями», вот примерно, наверное, так я себя ощущала, Мне очень нравится, нужно и для меня важно говорить на русском языке. Это я поняла после 10 лет в жизни во Франции, когда мне как-то мама сказала, что ли, у тебя появляется акцент на русском. И я, кстати, тогда стала преподавать русский язык, окружать себя русскоговорящими и работать на русском языке, потому что я поняла, что я теряю свою опору. И поэтому история моей семьи тоже франко-русская. Это очень важно, вот этот сохранять баланс. Но в тот момент ты еще не знала, что у преподавателей русского как иностранного появляется профдеформация, и мы начинаем немного разговаривать таким образом. И все на нас смотрят, как на полоумных. Я тоже стараюсь, чтобы вот у меня этого не было, но у меня радийный бэкграунд, это еще, наверное, хуже. Все говорят, мы как будто радио слушаем, когда слышим тебя. Вот прямой вопрос, как-то резюмируя. Кто ты по национальности? Кто ты? Русская, француженка, ты парижанка, ты москвичка? Если можно ответить на этот вопрос.
У тебя есть какой-то ответ? Я себя ассоциирую со своим именем, потому что фамилии, они тоже меняются. Я Ольга. Я Ольга, и у меня есть определенное место, к которому я себя привязываю. Я думаю, что это Монмартр. И это Москва все-таки. Я специально взял телефон в руки, я хотел нашим студентам объяснить, что я нашел, что роман Дедушкин называется «Меж двух стульев», да. Рожден на 3 века, чтобы наши студенты не думали, что в названии романа есть слово «жопа». Нет. Впервые в русском радиошоу прозвучало слово «жопа». Друзья, ничего страшного в этом слове нет, но не всегда, не во всех ситуациях можно использовать это слово. Французский язык, он более пикантный. Я перевела просто французское слово. Но у тебя тоже вышла книга «Монмартрские истории». И эта книга состоит из 12 рассказов или 12 глав. По количеству месяцев в году. Расскажи, пожалуйста, об этой книге. Это какие-то подслушанные истории? Кто герои? Вся эта книга выросла из инстаграмных историй, которые я писала каждый месяц, наблюдая за жизнью Монмартра, подслушивая какие-то разговоры. И в особенности в ковид очень был интересный такой период. И эти истории настолько нравились читателям, что я в какой-то момент подумала, что было бы здорово их объединить в единый цикл. И это была очень потрясающая коллаборация с художницей питерской, которая переехала в Португалию, которая сделала рисунки для моей книги. К сожалению, прям чуть-чуть спустя немного времени спустя она погибла. Она занималась серфингом. Ее вот. В Португалии это популярно, серфинг. Да. Туда многие серфингисты едут. Да, меня это потрясло, потому что такое ощущение, что какие-то вот опять символические. Вот, но рассказы, книга, она очень добрая, и для меня она была такой практически как когда ты пишешь тексты, и ты свою жизнь дальше моделируешь. Потому что последняя 12-я история, я закрыла тот период, когда я жила вот в этой студии 9 лет назад, познакомилась со своим будущим мужем. И нынешним. Да, нынешним мужем, Седриком, и началась совсем другая глава. И там уже где-то маячит Бублик. Уже второй спойлер о Бублике. Вы скоро с ним познакомитесь, друзья, в одном из следующих выпусков. Последний вопрос, который я хотел бы тебе задать. Ты выбрала это место, музей Монмартра. И мест на Монмартре много. Можно выбрать любое инстаграмное красивое место. Почему именно этот музей? Он прекрасен, дворик потрясающий. Мне очень хотелось тебе его показать, потому что я как ребенок радуюсь каждый раз, когда сюда привожу гостей, людей, которых я люблю, друзей, знакомых, потому что мне кажется, что вот именно вот здесь вот сердце Монмартра, душа Монмартра, именно здесь вот можно почувствовать. Во-первых, мы очень близко к небу. Это правда. И здесь какая-то особая атмосфера. И весь Париж просто на ладони. Да, практически. Перед нашими ногами. Друзья, это Ольга. Я оставлю в описании к этому видео, к этому подкасту ссылку на Инстаграм Ольги, потому что он потрясающий. У Ольги потрясающее чувство стиля, вкуса, языка, визуальных каких-то элементов. Очень красивые фотографии. Обязательно зайдите, посмотрите. И в одном из следующих выпусков мы продолжим нашу беседу с Ольгой, потому что, как вы поняли, с такой интересной гостьей одним выпуском не обойтись. Спасибо тебе большое. Спасибо большое, Сергей. Изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу. Лайк, подписка, и мы читаем ваши комментарии. До встречи.